Привет! Это Анатолий, ака Парцефаль, с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 10-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 7 глава, которая называется «Необыкновенные хоромы». В этом эпизоде мы познакомимся с персонажем, носившим в первоначальной версии истории имя Медведь, узнаем, как правильно взять с собой кучу друзей к интроверту и поймем, почему нельзя было просто обойти лихолесье. Наша сегодняшняя глава начинается с того, что Бильбо, хоть и не по своей воле, становится частым клиентом орлиных авиалиний. И как постоянному клиенту, в этот раз ему выпадает место не в эконом, а в бизнес-классе, то есть на спине орла. Наших героев высаживают на огромном утёсе в реке, который, как сообщает Гэндальф, называется Каррок. Это имя Толкин опять заимствует из своих обширных филологических познаний. Оно складывается из древнеанглийского слова «кар» — камень, скала, и современного английского слова «rock», означающего то же самое. В общем, скала, большая скала, как на нее ни посмотри. Но называл ее так некто, как его поначалу называет волшебник, потому что он называет такие вещи Каррок, а с большой буквы, потому что в его окрестностях такая скала одна. Но кто же этот кто-то? Это одна из самых загадочных фигур в этой сказке, олицетворяющей в себе двойственность диких земель. В хорошем настроении он вполне добродушен, но в гневе ужасен. Его лучше не раздражать. И он может менять шкуру, но не животных, а свою собственную, то есть он оборотень. И даже Гэндальф не уверен, человек ли он, который превращается в медведя, или наоборот, хотя склоняется к первой точке зрения. На страницах книги мы так и не узнаем окончательного ответа на этот вопрос, хотя в одном из своих писем Толкин писал: «Пусть и оборотень, и, вне всякого сомнения, немножко волшебник, Бьорн все-таки был человеком». Да, а вот его имя. Откуда оно? Это древнеанглийское слово. Кто-то удивлен? Человек — воин. Но его изначальное значение было медведь. Кстати, в первоначальном наброске этой главы имя этого персонажа было Медведь. Да-да, вы не ослышались. Толкин знал славянские языки, хотя и не был специалистом в них. Но позднее он заменил это имя для того, чтобы передать двойственную натуру Бьорна, человека и медведя. Но что же делать с непредсказуемостью его нрава и с тем фактом, что он не особенно-то любит гостей? Гэндальф придумывает лайфхак, который, кстати, пригодится каждому, кто захочет привести дюжину своих друзей в дом к интроверту. Чтобы не ошеломлять его количеством гостей, надо всего-то разбить шумную компанию на пары, ну и заинтересовать его хорошей историей, от которой тот не сможет оторваться. Так что, если вы не знали, как прийти ко мне в гости количеством больше одного человека, дарю идею. Интересно, кстати, понял ли Бильбо, что Гэндальф использовал с ним почти тот же самый трюк в первой главе? Ну, разве что интересную историю он оставил на потом. И еще. То, как Бьорн скрупулезно подсчитывает количество гномов после каждой части истории, постоянно подчеркивая, что орки умеют считать, можно ненавязчиво использовать для обучения ваших детей математике. Не благодарите. Двойственную сущность нашего медведя мы узнаем не только со слов Гэндальфа. Когда он идет проверить историю гномов, он действует с настоящей жестокостью по отношению к врагам, варгам и гоблинам. Все вышли во двор и, обогнув дом, увидели за воротами посаженную на кол голову гоблина, а чуть подальше — шкуру варга, прибитую к стволу дуба. Да, с врагами Бьорн был беспощаден. Но далее рассказчик отмечает, что гномом он теперь был другом, и Гэндальф отметил про себя, насколько он правильно поступил, рассказав Бьорну все на чистоту, ведь теперь они получат от него необходимую помощь. Действительно, если врагов он не щадит, то, в всяком случае, он умеет ценить друзей и делает все от него зависящее, чтобы помочь им. Настолько же привязан он и к своим животным, которые для него не просто домашние питомцы и слуги, но, можно сказать, как члены семьи. Когда у гномов возникает мысль не возвращать ему пони, на которых они доехали до лихолесья, волшебник предостерегает их. Бьорн, разумеется, вам друг, но животных своих он любит как собственных детей. Вы даже не догадываетесь, какую милость он оказал вам, гномам, позволив поехать на них, да еще так далеко и так быстро. И, похоже, не представляете себе, что он с вами сделает, если вы посмеете потащить их за собой в лес.
Да, тем более этот лес не обычный, а действительно опасный. В разных переводах можно встретить название лихолесье, чернолесье. Первая часть этого названия в древнегерманских языках означает «темный», но не только в смысле цвета «черный», а и в более мрачном значении «гибельный, зловещий». Поэтому Бёрн предостерегает их. В этом лесу их может поджидать много опасностей. Есть там одна речка, черная, с сильным течением. Она как раз пересекает тропу. Но пить из нее нельзя, и купаться тоже. Я слыхал, что вода там заколдована. От нее находит сон и пропадает память. Не думаю, чтобы в тех темных местах вам удалось подстрелить какую-нибудь дичь, да еще не сходя с тропы. А сходить с тропы нельзя ни в коем случае. В этом предостережении мы видим сочетание традиционного сказочного запрета и его реалистического обоснования. С одной стороны, этот совет имеет чисто практический смысл. Сойдя с тропы в таком лесу, заблудиться совсем нетрудно. Но вместе с тем в этом может быть и волшебная составляющая. Например, что тропа каким-то образом заколдована, и идущий по ней находится под магической защитой. Хотя об этом прямо и не говорится. Окей, можем тогда сказать мы. Но если этот путь через лес такой опасный, нельзя ли как-нибудь, знаете, нормальные герои всегда идут в обход? Именно этот вопрос, как и всякий здравомыслящий хоббит, задает Бильбо. Но ответ Гэндальфа, если вкратце, такой: можно, но не нужно. А если поподробнее, то вот. Обходя Чернолесье с севера, вы попадете в серые холмы, которые подходят к лесу почти вплотную. А там полным-полно гоблинов, хобгоблинов и орков, да таких, что и рассказывать страшно. А обходя Чернолесье с юга, вы попадете во владение некроманта. Но ведь даже тебе, Бильбо, нет нужды растолковывать, какой это ужасный чародей. Вы, надеюсь, тоже помните, кто это такой, да? А если бы и не было всех этих опасностей, то еще одна причина не идти в обход — это то, что гномам пришлось бы сделать крюк в 200 миль к северу, а потом еще и возвращаться на юг. Тем самым было бы потеряно драгоценное время, и они точно не успели бы добраться к горе до Дня Дурина, о котором говорилось в пророчестве, написанном лунными рунами на карте Трора. Но то, что путь так опасен, это еще полбеды. Самое страшное для гномов и Бильбо — это то, что Гэндальф больше не идет с ними. Он говорит: на юге меня ждут неотложные дела, а вы, господа хорошие, и без того меня сильно задержали. Кстати, вопрос на засыпку тем, кто знает другие произведения Толкина, да и к тем, кто внимательно слушал этот подкаст. Какие такие неотложные дела имеет в виду Гэндальф? Напишите в комментариях. Сначала он подбил гномов на такое опасное путешествие, а потом оставляет их. А с чем он их, собственно, оставляет? Давайте посмотрим, что он об этом говорит. Я рассчитывал перевести вас через город целыми и, если получится, невредимыми. И вот, благодаря мудрому руководству, и, разумеется, удаче, дело сделано. Помните, что мы говорили о понятии удачи, счастливой случайности, и что Толкин понимает под этим невидимое и неосознаваемое нами вмешательство высших сил? Говоря про их последнее приключение, можно подумать, что Гэндальф имеет в виду появление орлов. Да, но не только это. Перед приходом в дом Бёрна Гэндальф немного расстроен. Находимся мы к северу от дороги, по которой вам надлежало идти, если вы в спешке мы не сбились в горах с пути. То есть их путешествие пошло не совсем так, как он планировал. Но после консультации с нашим медведом их сведения были подкорректированы. Если бы гномы перешли через город там, где собирались, они спустились бы вдоль горного потока до Великой реки и оказались бы в нескольких милях южнее Каррака. Но Бьорн предупредил, что в тех местах часто шныряют гоблины, а сама дорога, как он слыхал, совсем заросла, и с той стороны леса по ней никто не ходит. К тому же она теряется в непроходимых болотах, троп через которые не помнит уже никто. А помимо всего прочего, из леса она выходит слишком далеко к югу от одинокой горы. Даже если они сумеют пройти этой дорогой через Чернолесье, им придется потом проделать большой и трудный путь на север. К северу же от Каррака граница Чернолесья подходит совсем близко к Великой реке, и он посоветовал пойти именно туда, так как всего в нескольких днях пути к северу от Каррака начинается одна мало кому известная тропа, которая тоже идет через Чернолесье и выводит почти прямо к одинокой горе. Если коротко, они планировали идти южной дорогой, но сбились от нее к северу. Но оказалось, что южная дорога гораздо опаснее,
И то, что они считали за большое неудобство, оказалось большой удачей. В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло. И скажите теперь, что за их походом не наблюдают сверху некие высшие силы. Итак, Гэндальф их оставляет, говоря, что это вообще-то не его приключение, и что теперь они сами должны позаботиться о себе. Ну и еще у них теперь есть господин Бэггинс, которого он оставляет за ними присматривать. Мне это напоминает слова Гэндальфа, сказанные другим хоббитом в конце «Властелина колец». «Я буду с вами недолго. Дела в Шире вам придется утрясать самим. К этому вас и готовили. Мое время кончилось. Довольно я наводил везде порядок и помогал наводить его другим. Что ж до вас, друзья мои, то помощь вам не понадобится. Вы теперь взрослые. Вы так выросли, что вас можно смело ставить в один ряд с великими. Я больше не боюсь за вас». Конечно, есть некоторая разница между последними испытаниями хоббитов во «Властелине колец» и серьезной опасностью, которая угрожает Бильбо и гномам сейчас в «Хоббите». Я не хочу сказать, что Гэндальф хочет поставить на них эксперимент. Выживут, не выживут. Мы помним, что у него есть действительно важные дела. Кстати, не забывайте написать в комментариях, какие. Но, тем не менее, мне видится в этом идея о том, что наш внутренний рост невозможен, если с нами всегда будет кто-то, переводящий нас за руку через дорогу. Помощь помощью, но ответственности за свою жизнь с нас никто не снимал. И надежда на то, что за нас все всегда будет делать вышеупомянутый счастливый случай, никак не поможет нам стать взрослыми. Ну а в следующий раз мы будем наблюдать за взрослением Бильбо, а также узнаем, что происходит, когда сворачиваешь с зачарованной тропы, почему нельзя стрелять в белого оленя и для чего Толкин выдумал пауков. Пока что с вами был Анатолий Акапарцеваль на прямой связи с другой стороны Мглистых гор. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Кстати, я хочу скоро выпустить эпизод, посвященный ответам на ваши вопросы. Любые вопросы. Так что, все, что вы хотели знать о Толкине и его творчестве, но стеснялись спросить. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Пания Сулея. Попутного ветра.